Привет, ребятки. Как вы знаете, я изучаю русский язык, да? Я еще изучаю русский язык. И, как вы знаете, я давно сделал видео про мой первый урок русского языка. Вот видео будет здесь где-нибудь. Ну, я делаю это видео сегодня, потому что со мной была смешная ситуация, который на самом деле это про язык. Это было про русский язык, но то, что я буду говорить, это не только про русский язык будет. Я прочитал рассказ «Кочерга». Это рассказ было написано, это Шошенко, Михаил Шошенко, это он написал. И там была смешная ситуация, потому что там было много народа, и они не поняли, как правильно надо писать. Падеж чего кочерги, когда много, например, когда 5 кочерг, как это будет так, 5 кочерг, 5 кочерги, когда одна кочерга, все понятно. Это рассказ про истопника, это человек, который работает там, почистит батареи, отопление, плитку и так далее, да. Вот так. Там было очень понятно, потому что там большая проблема в рассказе с языком, да. И это просто было смешно, потому что я знаю, что много русских, они даже не знают, что такое падеж. Если ты говоришь, что такое, не знаю, именительный падеж, они это не знают. Они обычно знают, как если ты скажешь, чего, да, что. Например, это падеж как что, потом чего, кого, потом, да, чему, кому, и так далее, да, так вы знаете, да? Да, вот эта ситуация, которая там в рассказе была, это с языком, и, конечно, как вам кажется, да, как правильно, как должна быть 5 кочерг, да, тоже это не очень красиво, да. Вот это в русском языке это смешно, потому что, я думаю, такая штука иногда, или обычно даже, по моему мнению, лучше знают иностранные, которые хорошо говорят на русском, лучше знают падежи, чем много русских, конечно. Потому что, когда ты учишь русский язык как иностранец, тебе вот это надо знать, тебе надо, не знаю, когда книга это будет, я читаю книгу, например, много книг, и ты это вспоминаешь, и все нормально. Вот так. Я тоже знаю, что в русском языке тоже проблема есть, когда, например, особенно когда вот это падеж, да, много чего, иногда слово очень сильно меняет, и даже, практически непонятно, такую систему не очень понятна, поэтому это большая проблема в русском языке. И то, что было очень сложно, во-первых, когда я первый раз видел вот такие несовершенный вид глаголы и совершенный вид глаголы. И это очень важно в русском языке, потому что, конечно, это не одинаковый делать что-нибудь, да, делать или сделать, да, или читать что-нибудь, или прочитать что-нибудь и так далее. Так, есть очень много. И потом тоже есть смешно, например, что купить, покупать. Есть несколько глаголов, которые они практически что-то должна быть несовершенный вид, видится как совершенный вид или наоборот, да? Это тоже смешная ситуация. Смешно, что у нас на испанском тоже такие. Например, в испанском языке есть 17 форм глаголов, да, 17. И правда, что у нас нету такой системы падежи, как в русском языке, но у нас есть другие непонятные вещи. Поэтому
вот вы видите, у нас тоже получается, что мы иногда даже не знаем, когда надо использовать один из таких много форм глаголов, или даже когда есть два варианта, мы тоже хорошо не знаем, да, когда использовать или как лучше, поэтому у нас тоже есть такие ситуации на испанском, и я думаю, что это тоже смешно, как что-то случилось в рассказе «Кочерга» Михаила Шошенко. Ну, вот так. Я, конечно, рекомендую только смотреть картинку, которую я добавлю здесь, потому что там видится, как тоже такая все смешно на самом деле. И вот, я просто хотел делать видео про это, потому что мне очень интересно, когда такие смешные, непонятные ситуации бывают с языком. Это просто смешно, и можно даже писать рассказ, как Шошенко сделал, про такие ситуации. Все, ребята, это все сегодня. Поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы скоро увидимся. Пока-пока, ребятки.